Друзья, всем привет! Сегодня я вам покажу, как легко и просто сделать своими руками декор для корсета. И такой декор, который будет полностью совпадать с вырезом корсета. Итак, приступаем к работе. Одеваем готовый корсет на манекен, зашнуровываем его и берем малярный скотч. Теперь отрезаем небольшие участки скотча и обклеиваем верхний срез корсета там, где у нас будет предполагаемый декор. Вот так, шаг за шагом, плотно прижимаем скотч к вырезу. Обклеили, пригладили, чтобы скотч приклеился друг к другу хорошо. И теперь будем обводить контур нашего декора. Обязательно проведем центр, середину вышивки и обводим верхний срез. Делаем это простым карандашом. Теперь от нижней точки я провожу линию чуть выше центра груди и заканчиваем вот здесь. Ведем линию. Так. Линию мы видим. Все готово. Теперь можно снимать нашу основу аккуратно. Так. Теперь берем лист бумаги, у меня это калька, и приклеиваем на нее нашу основу. Вот так хорошенечко прогладили руками, приклеили и вырезаем по контуру. И наша основа для декора готова. У нас будет точно совпадать вырез, и центр у нас тоже здесь показан. Итак, переносим нашу основку на кальку. Это важно, именно на кальку. Обводим контур. И теперь здесь рисуем любой узор, который нам нравится. Я нарисовала вот такой. И теперь я его обведу тонким черным маркером. Обязательно ставлю пунктир там, где у нас центр вышивки, середина. Обвожу весь рисунок аккуратно. Вышивать этот декор я буду на фатине средней жесткости, который натянут на раму для вышивания. Подкладываем под сетку основу, на которую мы можем расположить наш рисунок, чтобы он был плотно прижат к сетке. Располагаем его. Так. Будем обводить либо ручкой «Пиши, стирай», либо простым карандашом. Итак, поэтапно обводим полностью весь рисуночек. Обязательно прорисовываем центр. Так, обводим.
мы перенесли половину вышивки. Так, теперь берем наш листочек, переворачиваем его, и мы видим вторую половину вышивки. Прикладываем ее к сетке. Только обязательно нужно соединить две половинки вышивки таким образом, чтобы точки вот эти вот обязательно совпали. Ну и также центр, чтобы совпадал. Так. И теперь переводим вторую часть вышивки на сеточку. Я перевела весь рисунок на сетку. Я его прекрасно вижу. Вот центр также обозначен. Теперь я буду вышивать и украшать этот узор так, как мне хочется, по своему желанию. Затем я подбираю материалы, которыми я буду вышивать узор. Здесь у меня будет рубка, крупные бусины, мелкие бусины, крупные хрустальные бусины. Вот так они блестят. Буду использовать бисер мелкий и рубку, вот такую матовую. Теперь я приступаю к работе и вышиваю свой декор. Итак, результат моих трудов готов. Я вышила декор. Вот такой он получился замечательный. Теперь нам нужно избавиться от следов ручки, которой мы наносили рисунок. Для этого я переворачиваю наизнанку вышивку. Дело в том, что ручка «Пиши, стирай» исчезает от высоких температур. Поэтому я обрабатываю сеточку утюгом с паром. Я не прикасаюсь к сетке. Я держу утюг на расстоянии около 5 сантиметров. Вот так обработали. И у нас все следы от контура ручки пропали. Все чистенько. Снимаем с рамы наш вышитый элемент и берем маленькие острые ножницы и начинаем вырезать точно по контуру. Вырезать вышивку лучше по изнаночной стороне. Здесь видно все нитки, которыми мы вышивали. Будьте крайне аккуратны, чтобы не повредить ниточки. Вырезаем. Там, где у нас мелкие детали, можно их не вырезать. Так. Между листиками я не вырезала сетку для того, чтобы сохранить рисунок, чтобы он не распался. Так. Ну, стараюсь, чтобы сеточку все-таки не было видно. Максимально, где можно, я ее срезала по контуру. Вот такой замечательный декор своими руками мы с вами сделали в этом уроке. Теперь нам осталось прикрепить его к корсету. Либо приклеиваем, либо пришиваем вручную. Если вам был полезен этот мастер-класс, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я вам желаю легкого кроя и шитья.